Добрый день. Я хотела бы рассказать свою историю про то, как воспользовалась ритуалами Инги. У меня отдел медицинской одежды, и буквально несколько месяцев назад у меня появились конкуренты. Месяца 4 назад. То есть в этом же здании открылся такой же отдел. Ну, соответственно, мне это не нужно. Я почитала ритуалы и нашла ритуал закрыть волю врага на замок. Я сделала этот ритуал. Потом, через некоторое время, ну где-то через пару месяцев, я смотрю, что ихний отдел закрытый, то есть продавца там нету. И, ну, как бы начала наблюдать за ними. Спрашивала у соседей, что, говорю, они вообще приходят, нет. Ну, они говорят, что редко приходят, в основном закрыто. Вот, но потом я решила, что все-таки надо их прям окончательно избавиться, то есть от них. Я сделала ритуал с иглами от конкурентов и склочников. Вот, сделала этот ритуал, кинула им иглы, и вот буквально неделю назад они съехали. Как бы это вообще для меня такой шок был, что а, действительно ритуалы работают. Я в этом как бы и не сомневалась, но сейчас я на 100% теперь уверена, что Инги ритуалы все рабочие. Спасибо большое Инге за то, что она дает нам такую возможность работать с ее ритуалами. Здравствуйте, Яночка. Большое вам спасибо за ваше трудолюбие и ваше понимание, за ваше внимание э, и помощь. Благодарю уважаемую Ингу за возможность себя защитить. Хочу рассказать вам, как сработал у меня ритуал сигил Люцифера. Я везла сына на маленькой машине, у меня очень маленькая машина, и на перекрестке со встречной стороны, переехав разделительный барьер, на мою полосу неожиданно выскочил черное «Шевроле». Время как будто для меня остановилось, и я в абсолютном равновесии вырулила на тротуар, на пешеходный тротуар. Людей там не было. Я остановилась. «Шевроле» промчалась в ту же секунду по моему месту, где я только что съехал, не затормозив, не сбавив скорость вообще, чуть задев мое зеркало со стороны водителя. Я закрыла глаза. Не то чтобы испугалась, испугаться просто не успела, страха не было. Полное самообладание. Потом просто сигил Люцифера у меня исчез из сумки. Ребенок, который сидел рядом со мной, сказал, что он восхищен моей реакцией, самообладанием. И водитель вспоминал вот мне. Ну, я знаю, что это все получилось только благодаря ритуалу и вашему знаниям, вашей силе. Благодарю вас, уважаемая Инга, за спасение. Еще хочу рассказать, как сработал ритуал кофейная чистка, оздоровление воды. Я делаю иногда эту чистку, и у меня все время удивляюсь вот этому ощущению, как будто поднимают груз с плечи, как шапку вверх сняли. Улучшается сон, уходит боль, очень рекомендую. Еще хотела бы отметить чистку от 12 лихоманок. Это просто магическая чистка. Я вам очень рекомендую. Большое спасибо за ваше время, за ваше внимание, за ваши труды, за вашу помощь, уважаемая Инга. Всего вам доброго. С уважением, Татьяна. Здравствуйте, уважаемая Инга, Яна. Меня зовут Татьяна. Я хочу с вами поделиться, как замечательно
неожиданно, даже не то, что неожиданно, я давно на вашем канале смотрю все ваши ролики обязательно. И для меня каждый раз это чудо, когда все получается так, как должно быть. Сегодня я проводил ваш ритуал «Фарт всегда рядом». У меня сложилась такая ситуация, что мне нужно было попасть срочно в Москву. Должна состояться сделка. Билетов на поезд нет. Есть билеты на автобус из соседнего города. Я не буду называть свой город, не буду называть тут некоторые еще вещи, просто, это не так важно на данный момент. Мы смотрим, есть такой сервис по продаже ЖД билетов на автобусы. Я не буду его называть, он известный. Раньше мы им пользовались довольно часто, благополучно, всегда билеты покупали, вообще проблем никаких не было. Оплата онлайн, и мы их даже не распечатывали. То есть у нас уже была посадка, мы показывали просто с телефона билеты, предъявляли паспорт, садились на автобус или на поезд и ехали куда нам нужно. Значит, в этот раз билетов на поезд нет. Нам нужно в Москву, еще раз говорю, должна состояться сделка. В этой сделке участвуют 3 стороны. Одна из сторон я, наша семья. И мы заказываем билет на автобус. Все хорошо, проводим оплату. Рады, все сообщаем, что мы едем в Москву, во сколько мы приезжаем, куда мы приезжаем. И буквально через 10 минут звонит кассир именно с автовокзала и говорит: у вас билетов нет. То есть это сбой там у них в какой-то программе в этом сервисе по продаже билетов. У вас билетов нет, они уже давно проданы, и если вы приедете, то мы вас на автобус просто не посадим. Сказать, что мы расстроились, это не сказать ничего. Какие варианты? Вот на поезд билетов нет. И тут я просто вспоминаю про ритуал. Фарт всегда рядом. Я слышала о нем сразу, когда Инга только записала в первый день. Сегодня я его нахожу. Там ничего не нужно. Просто на 4 стороны света по одному разу начитать этот заговор. Я спокойно, абсолютно спокойно читаю на одну сторону, на вторую, на третью, на четвертую. Беру паспорт и иду на ЖД вокзал. Прихожу, отдаю, спрашиваю кассира: билеты на Москву? Она говорит: да, есть один билет в купе. Я его покупаю, естественно, сразу без разговора. И иду домой. Билет этот, значит, там можно еще провозить животных. Я, конечно, свои животные не буду брать. Но если будет у меня в попутчиках какие-то кошки или собаки, я буду счастлива безмерно. Потому что животных я люблю, и животные любят меня. Это вообще прям, я не знаю, благодарность до такой степени вам, Инга, что я не знаю, словами не передать. Я, конечно, надеюсь на то, что сделка у меня произойдет успешно, все будет хорошо. Но пока начало такое. Я думаю, что перед сделкой я еще раз, конечно, проведу этот ритуал. Там сложностей нет никаких. Отойду в сторону, там также проговорю. И я надеюсь, что у меня все получится. Спасибо вам, дорогая Инга. Спасибо, Яна. И, конечно же, будем надеяться на сделку. Но пока он работает так. Это просто чудо, что это произошло. Здравствуйте, Инга. Здравствуйте, Яночка и все слушатели канала «Ведьмина изба». Меня зовут Екатерина, и я хочу рассказать о самом потрясающем результате защит, подаренных нашей уважаемой Ингой. Я выписала себе на бумагу, чтобы не растеряться, поэтому прошу прощения за шуршание. Мой друг был мобилизован на зону СВО. Я очень переживала за него, за его жизнь. И, что немаловажно, я переживала очень сильно за его здоровье. Так как я не являюсь ему кровным родственником, любимой женщиной, я просто его подруга, мне было очень неловко, и я даже не считала это правильным обращаться за защитой ведьмин купол напрямую к Инге. Мама и брат у него религиозные люди, соответственно, они бы не стали даже меня слушать, а пошли бы молиться своему Богу. И вряд ли бы он, конечно, помог. Я взяла его вещи, распечатала фотографии, и каждый день я начитывала на него заговоры.
Просила, просила, и боги меня услышали, подарили мне удачу. Я написала защитную грамоту, положила в его рубашку, провела ритуал ратный сохран на 3 замка. Начитывала оберег от пули, великий щит-оберег, верни живым от шальной пули, щит защитный, чтобы душу не забрали, оберег на камень, оберег заклинать пулю, защита ратная, призыв Варшама, избежать плен для воинов, оберег от зла, поставить запрет при опасности, великая сильнейшая защита из древней книги, защитный щит у Астриджа, заговор-оберег, спасающий жизнь, помощь духа Черет. Я читала абсолютно все, что могла, не имея кровной связи с ним. В самый-самый опасный, ужасный момент, когда не стало очень много наших воинов, я обратилась к роду Инги. И мой друг остался жив-здоров. Их осталось 2. Были опасные и проблемные моменты с отправкой посылок. Многие просто не доезжали. Ну, я думаю, что по понятным причинам. Но только не мои. Из всех всегда в целости и сохранности доходили только мои посылки. Я просила удачу у Фортуны. В одну из посылок я написала ему на листочке спасительный талисман про бабушки Инги. Сказала прочитать и носить с собой. Рассказала ему про Черета, что если вдруг будет сильная опасность, просто скажи: Черет, помоги. На мое удивление, он носил листочек с собой все время, прямо у сердца. И потом сам мне сказал, что было ощущение, будто я броню надел на себя. Мне ничего не было страшно. В обереге от пули есть такие слова, как «пойди удар в пень». Я даже Яночке присылала фото с огромным осколком, который чудом просто ушел от моего друга в дерево, и он его поймал рукой. Несколько раз мы его теряли. Я всегда обращалась к Черету, начитывала найти и вернуть пропавшего человека, невидимой нить. Буквально через 2-3 дня у него появлялась возможность выйти на связь. Я, в свою очередь, всегда соблюдала все свои обещания. В магазине на меня уже посматривают как на алкоголика исключительно элитных спиртных напитков. Долгое время его не отпускали в отпуск. Ну, прям никак не получалось. Какие-то постоянные проблемы. Ну, в общем, я думаю, тоже понятно, почему. Я очень сильно огорчилась, прям рыдала у алтаря Фортуны на коленях. Почему так? Почему несправедливо? Уже столько времени прошло, он же имеет право на отдых. И на следующий день к нему подошли и сказали: вечером едешь домой. Через несколько часов я уже его обнимала. Приехал здоровый и без единой царапины даже. Много он мне, конечно, рассказал, много я не могу рассказывать. Мой друг сам был в шоке, из каких ужасающих просто ситуаций он выбирался. Пули буквально от него кто-то отбивал. В походах, где погибали все, его не пускали, либо переводили, и много-много необъяснимое происходило. Я очень благодарна вам, Инга, за помощь нам, за вашу заботу, за добро, которое вы нам делаете. Жизнь моего друга спасена только вашим трудом. Спасибо огромное. Я еще хотела бы добавить, что очень-очень долго думала, как же я могу отблагодарить этот мир, да, за оказанную помощь. Думала, просила показать и направить меня. Нашла на улице умирающего котенка. Отложила сразу все свои планы и поехала спасать его. В одной ветеринарной клинике мне отказали. Сказали, что он не жилец, и даже не будем пытаться ему помочь. Я поехала в другую. Удалось его спасти. Вылечили, выкормили. Искала ему дом и поняла, что уже просто не могу отдать его. Ну, теперь мы живем вместе. Спасибо еще раз вам, Инга, за спасение жизни моего друга и обретение нового пушистого друга. С уважением, Екатерина. Алло, доброго дня, дорогая Яна, доброго дня, уважаемая, дорогая Инга. Хочу сказать вам спасибо за все ваши работы, за все ваши труды, за все ваши шепотки, за все ваши ритуалы. Это
шедевры вселенского мироздания. Я благодарю всех богов, я благодарю Вселенную, я благодарю мироздание за то, что позволили мне познать эти работы, эти ваши труды, которые вы ежедневно дарите нам, человечеству. Вы настолько помогаете, спасаете людей в этом мире, что с вами в этом мире стало жить намного спокойнее, счастливее и удачливее. Я хочу поблагодарить сумеречную лису, которая пришла и просто помогла мне так, что я до сих пор не могу поверить в это чудо. Когда моим клиентам отказали в ипотеке в Сбербанк, мы пришли в полное огорчение и разочарование. Но, придя вечером домой, я открыла, как всегда, зашла на свой любимый сайт «Ведьмина изба» и увидела там великолепную работу. Сама сумеречная лиса пожаловала к нам в гости. Уважаемая Инга, я этот ритуал провела один раз. Более того, я скажу, что я так хотела, чтобы у меня все получилось, что я даже читала ритуал с ваших слов, я даже его не переписала. Я сделала алтарь, я накрыла все как положено, как вы нам все объяснили, и с вами вместе прочитала один раз. И что вы думаете, через 2 дня все решилось так, что я уже все закончилось, уже сделка прошла успешно, великолепно, благополучно. Вот. Но это просто чудо. Это просто чудо. Низкий поклон вам, уважаемая Инга. Я в этот же вечер, на следующий вечер поблагодарила сумеречную лису, я купила ей сердце, я купила напиток ей, поставила возле дерева. И я настолько ей была благодарна, что она так быстро, с первого раза пришла, услышала и помогла мне настолько, что мы пришли к такому результату, о котором я просто даже не мечтала. Спасибо вам, дорогая Инга, спасибо вам за все ваши работы. Вы дар. Это огромное счастье знать, что есть такой человек, как вы в этом мире. Я очень-очень с огромным трепетом в душе всегда делаю ваши ритуалы. Для меня каждая работа, это, знаете, как глоток свежего воздуха, глоток свежей энергии, которая приходит, поступает в мою жизнь. Вот это взаимодействие с силами, с духами, вот это постоянный обмен энергией с вами, это настолько делает нас крепче, сильнее. Мы ничего не боимся, я не боюсь говорить правду людям в глаза. Люди передо мной преклоняются, я это вижу, я это понимаю, я это знаю. Мне это очень приятно, потому что я понимаю, что я имею власть над некоторыми людьми. Это замечательно, власть справедливую. Не позволю никогда себе совершить пагубное, пока кто-то сам не придет ко мне и не даст повод это сделать. Никогда. Я поняла, что в этом мире все справедливо. И только вселенская справедливость позволяет нам, людям, жить в этом мире в полную, так скажем, меру. Каждая ваша работа – это шаг к удаче, шаг к счастью, шаг к благополучию. Я просто не могу передать словами, как я вам благодарна. Я очень люблю, обожаю фортуну. Я обожаю. Колесо фортуны – это вообще ритуал, который просто волшебный. Госпожа удача – это просто волшебство. На великое богатство – это просто волшебство. Произношение этих духов – это уже само по себе настолько сильно, что даже невозможно передать словами. Когда мне нужна помощь, я всегда обращаюсь к мирозданию. Ритуал «Рука спасения» не раз спасала меня, спасала от денежных проблем. Настолько, что просто решалось все так, что я просто была поражена. Очень мне нравится ритуал к богам внутреннего мира. Когда я читаю эти слова, у меня прямо начинает кружиться голова, и такое впечатление, что со лба у меня как будто бы кто-то начинает гладить меня по голове, и вот это часть, где лоб, я прям чувствую чье-то прикосновение. Вой волка. Это просто вообще, когда какая-то допустим, проблема, что-то ты не можешь нормально заснуть, что-то тебя мучает внутри. Вой волка.
Произношение этих слов перед сном, это просто, я не знаю даже, как это описать словами. Это каждый должен прочувствовать и понять на себе эту силу, мощь этих великих, бесценных работ. Уважаемая Инга, спасибо вам, что вы пришли в этот мир. Спасибо, что вы поднимаете нас с колен. Спасибо, что своими работами вы нашу жизнь делаете удачливее, делаете счастливее, богаче. Будьте благословенны всегда, уважаемая Инга. У меня есть одно желание. Я знаю, я уверена, что оно сбудется. Я обратилась к силам, и я жду его исполнения. Я хочу сделать так, как именно я хочу. Вот. А сейчас я вам хочу сказать истинное спасибо. Спасибо вам, спасибо вашему знатному роду за то, что вы есть в этом мире. Будьте любимой всеми нами всегда, уважаемая Инга. Я даже не знаю, какие слова можно подобрать, чтобы вас поблагодарить. Всегда на глазах появляются слезы. Это я уже просто заметила. Только начинаю вас благодарить, сразу слезы. Вот. Поэтому душа начинает кричать, и я ничего не могу с этим поделать. Просто хочу сказать вам низкий поклон и большое человеческое, огромнейшее вам спасибо, дорогая, любимая и уважаемая всеми нами Инга. Дорогой вы наш человек. Спасибо вам за все, уважаемая Инга.